Всем привет! Скоро наступит светлый праздник Пасхи. Пасхальная выпечка особенная. К празднику хочется приготовить самые красивые и самые вкусные куличи. Сегодня я предлагаю приготовить кулич по еще одному моему новому рецепту – кулич-рулет. Вообще я рекомендую, если вы готовите по новому рецепту Пасху, кулич, обязательно потренируйтесь заранее. Посмотрите, какая красота получилась. И когда вы испечете такой кулич, вы будете уверены, что Пасха у вас будет самой красивой и самой вкусной. Посмотрите, какое здесь получилось просто невероятное тесто. Оно такое пышное, такое красивое и видно очень воздушное. За счет вот этого способа приготовления, который я вам предлагаю сегодня, который я придумала, посмотрите, тесто отделяется вот такими замечательными слоями. Само тесто нежнейшее, такое пушистое. Вы видите? Очень хорошо пахнет, много цукатов и очень интересно отделяются все слои. Посмотрите, как это здорово! Я уверена, такими куличами вы удивите всех своих родных. Наверняка в прошлом году многие из вас готовили кулич-краффин по моему авторскому рецепту. Я надеюсь, он вам понравился. А сегодня я хочу предложить еще один мой рецепт кулича-рулета. И для него мне понадобится 400-450 грамм муки. Муки, конечно же, может уйти чуть больше или чуть меньше. Будем смотреть по консистенции теста. 200 мл молока, 50 грамм растопленного сливочного масла, 4 яйца, мне понадобится только желтки, 80 грамм сахара, 7 грамм сухих дрожжей, 1 чайная ложка цедры апельсина, четверть чайной ложки соли. Также я буду добавлять экстракт ванили, 1 чайную ложку. И у меня здесь еще вот такая очень интересная специя, это шафран. Я буду использовать буквально щепотку шафрана. Также для слоения теста мне понадобится масло 80 грамм. Масло должно быть мягкое, комнатной температуры. 50 грамм сахара. И, конечно, никакие куличи не обходятся без большого количества цукатов. Здесь у меня 200 грамм цукатов. Здесь все разное. Клюква, изюм, черника и курага. Конечно, вы можете брать любые цукаты, какие нравятся вам. Это может быть просто один изюм или тоже какие-то комбинации, как у меня. В первую очередь мне надо подготовить шафран. Поэтому в сотейник я вливаю молоко, добавлю из общего количества сахара 1 столовую ложку, перемешиваю. И сейчас молоко я нагреваю до температуры примерно 70-80 градусов. До кипения его не довожу, просто оно должно быть хорошо горячее. Когда молоко прогрелось, я в него добавляю шафрановые нити. Видите, как они у меня выглядят? Пахнет просто замечательно. Добавляю и немножечко перемешиваю. Молоко я выключаю. И теперь оставляю так, чтобы молоко вместе с шафраном настоялось примерно минут 20. Посмотрите, какое у меня получилось шафрановое молоко. Оно такого красивого цвета. Сейчас я его переливаю обратно в кувшин. И в этом молоке разведу дрожжи. Сейчас молоко должно быть примерно 38 градусов. Оно должно уже остыть. Здесь у меня уже в молоке есть 1 столовая ложка сахара. И я сейчас всыпаю дрожжи. Хорошо перемешиваю. И мы подождем, когда у дрожжей вырастет красивая шапочка. И также мы, получается, проверим, хорошие ли у нас дрожжи или нет. Оставляем так дрожжи примерно на 5-7 минут. У меня выросла замечательная шапочка на дрожжах, значит, я могу продолжать делать тесто дальше. Сейчас в отдельную миску я просею муку. Муку надо обязательно просеивать для всех изделий из теста.
И, конечно, особенно для изделий из дрожжевого теста. Сейчас отделяем белки и желтки у яиц. Как я уже говорила, для куличей понадобятся только желтки. В желтки добавляю соль, добавляю сахар, чайную ложку экстракта ванили. Хорошо все взбиваю, чтобы получилась такая пышная белая масса. У меня получилась вот такая пышная белая масса. Сахар фактически растворился. Теперь я беру большую миску, пересыпаю сюда примерно половину муки. Делаю в муке углубление, вливаю сюда дрожжи. Пахнет просто, конечно, невероятный цвет. Вы видите, какой замечательный цвет. Добавляю сюда взбитую яичную массу. Кстати, хотела напомнить, что все ингредиенты обязательно должны быть теплыми. Это же относится и к желткам. Начинаю потихоньку замешивать тесто. Постепенно я сюда буду добавлять муку. Добавим цедру апельсина. И замешиваем. Подсыпаю муку. Добавляю растопленное сливочное масло. Хорошенечко все замешиваю. Вы знаете, для меня пасхальная выпечка, она особенная. И, конечно, ее делаешь с таким вот душевным трепетом, потому что хочется, чтобы все получилось красивым, вкусным. Обязательно готовьте пасхальную выпечку с хорошим настроением, с чистым сердцем и мыслями. И тогда она у вас обязательно получится. Сейчас я добавляю еще муку. В конце замеса я скажу точно, сколько у меня ушло муки. Тесто слишком забивать не нужно. Посмотрите, тесто я собрала в один ком. Оно получается вот такое, немного липковатое. И сейчас я перейду к замешиванию теста на столе. Посмотрите, тесто еще липковатое. И сразу вам скажу, у меня ушло в тесто 420 грамм муки. Больше муки я добавлять не буду. Конечно, вы смотрите по своей консистенции теста. Возможно, вам надо добавить немного муки. Сейчас я просто буду в течение минут 10 хорошенечко тесто вымешивать, чтобы оно перестало у меня прилипать к столу и к рукам. Пахнет оно просто невероятно. Я мешу тесто буквально 5 минут. Оно под руками становится сразу совершенно же другое. Посмотрите, какое оно становится гладкое, нежное. Оно у меня уже фактически не прилипает к столу, к рукам уже не прилипает. Я его еще помешу минут 5, так как тесто мы будем потом растягивать. И поэтому должна развиться клейковина муки, чтобы тесто хорошо растягивалось и не рвалось. Посмотрите, какое замечательное тесто у меня получилось. Оно просто невероятное. Такое красивое, желтенькое, пахнет замечательно. Вообще одно удовольствие работать с таким тестом. Сейчас я беру немного сливочного масла. Можно, кстати, и растительное масло без запаха использовать. Смазываю миску маслом. Тесто сверху также немного смазываю маслом и перекладываю в миску. Закрываю пищевой пленкой.
и оставляю тесто на расстойке в теплом месте, примерно минут на 45 или час. Кто смотрит мои видео, знают, что я оставляю тесто обычно в микроволновке. Рядом ставлю стакан с горячей водой и закрываю дверцу микроволновки. У меня получается такой шкафчик. Конечно, при этом микроволновку я не включаю. У меня прошло примерно 50 минут. Я очень довольна. Тесто выросло у меня в объеме больше, чем в 2 раза. Оно получилось просто великолепное. Сейчас я вас сориентирую по формам, в каких мы будем выпекать куличи. У меня 3 формы. Получится 3 кулича. 2 чуть побольше и 1 чуть поменьше. Диаметр 2 больших моих форм 12 сантиметров. Высота 10 сантиметров. Дно и бока я выстелила пергаментной бумагой. Причем бока я нарастила до высоты 15 сантиметров. Так как куличи я очень люблю, когда они именно такие высокие. И тогда они получаются еще и достаточно красивые. Дно я вот так вот укутала пергаментной бумагой, потому что у меня разъемная форма. А куличи, тесто мы будем прослаивать большим количеством масла, и чтобы это масло не подтекало в духовке. И маленькая форма у меня, диаметр 8 сантиметров. Высоту также при помощи пергаментной бумаги я нарастила примерно до 12 сантиметров. Итак, сейчас начнем формировать наши куличи. Тесто я достаю из миски. Посмотрите, какое оно шикарное, просто такое пышное. Вы видите? Сейчас тесто мне надо разделить на 3 части. Одну часть это будет у меня маленький кулич. Отделяю. Я сейчас тесто подкатаю в шар и оставлю отдыхать, чтобы тесто потом лучше раскатывалось. И разделю еще тесто на 2 части. Здесь не важно, какие части, равные или неравные, потому что все равно мы тесто будем соединять вместе. Поэтому примерно делим на 2 части и также подкатываем в шар. Тесту сейчас надо отдохнуть примерно 10 минут. Я его закрою пищевой пленкой. У меня прошло примерно 10 минут. Займемся раскаткой теста. Стол я слегка подсыпаю мукой. Сверху тесто также подпыляю мукой. И начинаю раскатывать тесто в пласт. Кстати, кому интересно, маленький кусочек теста, который я отрезала для 3-го кулича, весом примерно 200 грамм. Чтобы вы примерно ориентировались. Тесто я буду раскатывать не слишком тонко. Не так, как я делала для куличей краффинов. Тесто прекрасно раскатывается. Посмотрите, какое оно красивое, желтенькое. Слишком широкий пласт я не делаю. Стараюсь сделать его немножечко подлиннее. Раскатываю я примерно до толщины 1-2 мм. Не надо так, чтобы там уже совсем все просвечивалось. Как видите, муки я подсыпаю совсем немного. Тесто очень хорошее и фактически не прилипает к столу. Раскатали тесто. Теперь посмотрите, у меня здесь сливочное масло, очень мягкое, комнатной температуры. Я разделила его примерно тоже на 3 части. 2 чуть побольше и 1 чуть поменьше. Беру масло, 1 часть, и смазываю хорошо тесто маслом. Масло очень хорошо распределяется, когда оно комнатной температуры. Здесь мои цукаты, я их все перемешаю. Оп, один упал. Вот таким образом. И тоже приблизительно себе разделю на 3 части. Теперь мой кусочек теста, смазанный маслом, я посыпаю сахаром. Кстати, кому интересно, размер теста у меня получается в длину 45 сантиметров, в ширину 25 сантиметров. Посыпаю сахаром. Куличи вкусные, когда они сладкие.
И теперь тесто посыпаю цукатами. Распределяю все, конечно, равномерно, чтобы везде было одинаково. И теперь кусочек моего теста я сворачиваю в рулет. Плотненько поджимаю. Красота неимоверная. Вообще получаю наслаждение, когда готовлю куличи. У меня получился вот такой красивый рулетик. Я его сейчас откладываю в сторону и точно таким же образом раскатываю второй кусочек теста. Я раскатала второй кусочек теста, точно так же смазала его маслом, присыпала сахаром и сверху цукаты. Теперь я беру первый рулетик, который я скатала, выкладываю его сверху на тесто. Постарайтесь соединить, чтобы швы соединились здесь. Когда швы соединятся, начинаем сворачивать снова рулет, заворачивая первый кусочек теста во второй. Видите, как получается? Сворачиваю до конца. И здесь, обратите внимание, уже сухофрукты, цукаты не выкладывала. Сформированный рулет мне надо разделить на две части. Примерно определяюсь и разрезаю рулет. Теперь посмотрите, я беру рулетик и ставлю его вот так. Начинаю его немножечко прижимать вниз. И получается, сверху образовалась красивая вершина. Вот этот хвостик, который здесь, можно будет подогнуть немножечко вниз. Вот так вот сверху еще прижимаю, чтобы тесто стало шире. Рулетик стал шире. И вот так вот формирую. Посмотрите, у меня получился вот такой сформированный кусочек теста. И перекладываю его аккуратно в форму. Немного прижму. Придайте ему форму, которую вы хотите. Вот так у меня получается выглядит тесто в форме. Точно так же я формирую и второй кулич. И сейчас я быстро сформирую третий маленький куличик. Для маленького кулича я тесто не делю пополам, а просто раскатываю одним куском. Все куличи я уже сформировала. Посмотрите, какие они у меня получились. Вот два больших. Очень красивая спираль получилась сверху. И один маленький. Сейчас куличи надо оставить на расстойке примерно на 1 час. Они должны заполнить фактически всю форму. Вы должны помнить, что тесто, которое очень сдобное, в котором много масла и сахара, подходит довольно трудно. Поэтому я также тесто в формах отправляю в микроволновку, ставлю рядом стакан с горячей водой и оставляю тесто подходить. У меня прошел 1 час. Посмотрите, как у меня выросло тесто. Оно заняло фактически всю форму. Вот этот, конечно, кулич, по-моему, самый классный получился. Он очень ровно поднялся. Я сейчас мои куличи отправляю в хорошо разогретую до 180 градусов духовку. У меня включен верх и низ духовки и режим конвекция. Так как у меня духовка небольшая, очень близко находится верхний элемент нагревательный, я сразу мои куличи закрою фольгой, чтобы верх не пригорел. Если у вас высокая духовка, вы можете закрыть примерно где-то на 10-й минуте выпечки. Всего куличи я буду выпекать примерно 35-38 минут. Маленький кулич чуть меньше. Мои куличи уже испеклись. Пеклись они в духовке примерно 38-40 минут. Маленький кулич у меня пекся 35 минут. Вы тоже смотрите по своей духовке, сколько времени вам понадобится. Сейчас извлеку куличи из форм. Сначала аккуратненько извлеку маленький
куличик. Оп. Опа, посмотрите, какой он получился симпатичный, очень интересный, очень нежный. Кстати, чтобы куличики сохраняли хорошо форму, сразу можно выложить их на очень мягкое полотенце или на подушку. Тогда они будут вот держать вот такую красивую форму, чтобы не сломались, не дай бог. Я сейчас тоже куличи достану и уложу их на мягкое полотенце. Вот он, куличик получился. Посмотрите, тоже очень красивый. Переставляю его тоже на решетку. Мои куличи я уложила на 2 толстых полотенца, чтобы они лежали как на подушке и отдыхали, и хорошо держали потом форму. Точно так же, как и куличи краффины, я рекомендую не делать глазурь для них, а посыпать сверху сахарной пудрой. Посмотрите, как они сразу красиво и нарядно смотрятся. Куличи у меня остыли, и я сейчас разрежу один кулич, чтобы вы посмотрели, какой он внутри. Режу ножичком-пилочкой, сверху кулич хрустящий. А дальше идет очень нежное, мягкое тесто. Какая красота получилась! Как вы уже увидели, кулич-рулет, как и кулич краффин, очень особенный. Посмотрите, как здесь замечательно отделяются слои теста. И я сейчас попробую. Честно скажу, у меня просто нет слов. Тесто здесь бесподобное. Я очень рекомендую. Вы знаете, это, наверное, лучшее мое тесто для куличей. Оно такое сладкое, такое нежное и сдобное. Очень вкусное. Вы знаете, трудно подобрать слова, чтобы описать вкус этого теста. Оно действительно такое вкусное. И мой вам совет. Вы можете выбрать для себя любой рецепт теста, а уже завернуть куличи, сформировать их по моим разным рецептам. Это может быть и кулич краффин, и кулич рулет. То есть выберите какое-то тесто, которое вам понравилось, и сформируйте, как вы хотите. Это будет просто замечательно. И я думаю, ваши праздники пройдут просто великолепно. Я поздравляю всех с наступающим праздником Светлой Пасхи. Желаю приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук. Позитивная кухня. Всем пока!